Глава 421. Подземный мир. Как мог Чутянь не быть счастлив? Твердый фундамент, который карлики построили за несколько сотен лет, сколько усилий это спасло бы Чутяню. Это было похоже на человека, покупающего дом и получающего в придачу великолепную карету, слуг, телохранителей и даже прекрасную служанку. Это было слишком выгодно. Лаборатория карликов была эталоном этой эпохи, и даже могущественные империи континента не имели нечто подобное. С этим прочным фундаментом, а также с технологией и командой, которую имел Чутянь, его будущую ценность невозможно даже представить. Чутянь был полон надежды использовать эту лабораторию. Мысли карликов были не такими сложными, как у людей, но карлики чувствовали, что слова Чутяня не были пустыми словами. Этот человек, казалось, действительно ценил исследования, и карликам было бы полезно, если бы этот человек стал полноправным городским лордом. Не было никаких сомнений, что эльфы были сильны, но они не интересовались наукой. Так что, если Чутянь полностью поддержит их исследовательскую лабораторию, он получит одобрение большинства карликов. В лаборатории темных форм жизни было заперто много темных существ низкого уровня, таких как злой глаз, пещерные пауки и другие. Их было несколько сотен, поэтому их было немало. Чутянь глубоко задумался. Для чего карлики поймали этих существ, хотели ли они создать новую жизнь? Создание жизни было пиковой технологией, трудно было представить, чтобы карлики смогли это сделать. Кларк объяснил, в подземном мире есть бесчисленные существа, подобные этим, которые постоянно преследуют нас. Мы хотели исследовать их, чтобы найти их слабости, имея лучший способ справиться с ними. Чутянь посмотрел на большого пещерного паука и несколько секунд думал, ты говоришь, что здесь много таких существ? Подземные существа не то же самое, что существа на поверхности, они гораздо более устойчивы. Большинство из них грызут темные растения под землей или прямо едят кристаллы. Подобно злому глазу, злому демону и другим монстрам, они живут в кристальной руде и грызут кристальную руду, чтобы увеличить свою силу. Они размножаются невероятно быстро и бесконечно, как тараканы или мыши. Я подозреваю, что только в тех областях, о которых мы знаем, их насчитывается как минимум несколько десятков тысяч. Они вызывают у нас сильную головную боль. Так много. Глаза Чутяня загорелись. Хорошо. Отлично. Карлики посмотрели друг на друга. Чему вдруг обрадовался городской лорд? Были ли все эти монстры, спрятанные под землей, хорошей вещью? У вас есть карта. Карта. Да, конечно. Это была карта подземной лаборатории, в которой четко обозначены позиции дворцов и железных дорог, а также окружающие шахты и туннели, которые были исследованы. Что касается мест, где иногда появляются темные существа, то карлики охраняли эту область. Они препятствовали тому, чтобы эти существа не нападали на лабораторию и препятствовали их вторжению в зеленый город. Этот подземный мир был очень сложным, и он был похож на гигантский лабиринт. Согласно тому, что Чутянь знал об этом мире, энергия света распространялась в небе, а темная энергия была глубоко под землей. Чем глубже вы спускаетесь, тем более отрицательной становится энергия. Неизвестно, насколько глубоким был подземный мир леса хаоса, но точно было то, что в этом мире были злые темные существа. Карлики не осмеливались исследовать слишком глубоко или исследовать слишком далеко. Они боялись, что встретят ужасного монстра, с которым им не справиться. Но даже на этом уровне все еще было много монстров, живущих здесь. Идемте, исследуем здесь. Место, о котором упоминал Чутянь, было туннелем. Поскольку отверстие выглядело как открытый рот демона, а камень был ужасного темно-красного цвета, карлики назвали этот туннель пастью дьявола. Большинство подземных монстров, с которыми встречались карлики, происходили из пасти дьявола, поэтому карлики считали пасть дьявола более глубоким и страшным подземным пространством. Чтобы не раздражать существ, которых они не должны раздражать, пасть дьявола была местом, которое никто не мог исследовать. Старейшина. Несколько охранников-карликов, стоявших здесь, увидели остановку поезда на станции «Пасть дьявола» и сразу же из любопытства выбежали спросить, что происходит. Господин действующий городской лорд. Кларк посмотрел на Чутяня и спросил, «Вы уверены, что хотите войти?» Даже карлики не могут легко исследовать это место, мы не смеем исследовать слишком глубоко. Боюсь, что вам предстоит очень опасное приключение. Хорошо, я не дурак. Я поверну назад, если все пойдет не так. Хорошо. Чутянь вытащил меч и вошел. Деларес последовала за ним без каких-либо колебаний. Кларк увидел, что он не может изменить решение Чутяня, поэтому он мог только приказать солдатам готовиться ко входу, прежде чем привести какого-нибудь старого жреца. В это время Чутянь уже двинулся вперед. Деларес посмотрела на окружающие скалы и заговорила во время прогулки. Темная аура здесь очень густая, очень неудобная.
Грибы и виноградные лозы в пасти дьявола были в основном странного темно-фиолетового или синего цвета, а камни темно-красного цвета. Весь тон был темным с каверной, распространяющейся во всех направлениях, иногда узкой, а иногда широкой. Иногда склоны были бы очень крутыми, а иногда обрывистыми. Вокруг них были странные звуки, испускающие зловещие чувства. Чутянь почувствовал колебания в воздухе, монстры идут. Прежде чем его голос упал. Вокруг них донесся резкий звук, большие фигуры выходили одна за другой. Они двигались очень быстро, и даже в этой сложной местности они могли двигаться с такой скоростью. Кроме Чутяня, все здесь были в царстве истинного духа. Деларес была готова сделать ход, но прежде чем она смогла использовать технику призыва религии демонического бога, она почувствовала, что ее ударили несколько раз. Внезапно у нее закружилась голова, и она не могла стоять прямо и упала на Чутяня рядом с ней. Чутянь быстро поддержал Деларес. Огромная фигура рванулась вперед, атакуя несколькими резкими ударами когтей, пытаясь разорвать Чутяня и Деларес на части. «Чёрт, ты ищешь смерти!» Лезвие Чутяня осветилось слабым синим пламенем, когда сверкающая ца меча вырвалась и атаковала. Монстр издал жалкий крик, взмахнул крыльями и улетел. Хотя он не был разрезан пополам ца меча, он все еще был поражен пламенем мира пустоты. Без достаточного времени, чтобы улететь далеко, его тело было покрыто сине-белым пламенем, и оно превратилось в пепел. Жрецы зеленой религии были очень шокированы. Случайный удар Чутяня имел такую громадную силу, это определенно не то, что мог выпустить культиватор пробужденной души, даже эксперт в царстве истинного духа не смог бы легко его заблокировать. Этот человеческий юноша действительно был непростым. Все вы должны быть осторожны. Кларк слегка оправился от головокружения и быстро закричал: «Это демонические летучие мыши. У них очень сильная духовная атака, и с ней очень трудно иметь дело». Чутянь почувствовал несколько слабых духовных атак, но эта небольшая духовная атака никак не могла повлиять на него. Когда он сделал свой ход только сейчас, он ясно видел, что напало на них. На самом деле это было что-то похожее на человека, но это был монстр с гигантскими крыльями летучей мыши. Все они были очень крепкого телосложения, весом не менее 200 килограммов. Духовные атаки, которые могут повлиять на экспертов царства истинного духа, тогда это был действительно невероятный монстр. Чутянь отметил, что духовная атака демонической летучей мыши использовала за основу звуковые волны, чтобы выпустить широкую, недифференцирующую атаку. Он не мог не думать, что, если бы на поле битвы был такой монстр, он мог бы охватить большую его часть, это не было преувеличением. Даже эксперт царства истинного духа, такая как Деларес, когда на нее напали без всякой подготовки, потеряла боевую силу из-за головокружения. Разве обычные культиваторы пробужденной души не попадают в обморок с кровотечением из всех 7 отверстий? Хорошо, очень хорошо. Если бы он мог приручить таких монстров и использовать их в зеленом городе, должен ли зеленый город все еще бояться захватчиков? Если бы этих демонических летучих мышей сравнивали с летучими мышами мародеров, они не только были бы сильнее, но и их интеллект не был бы ниже. Они должны обладать интеллектом 6-летнего ребенка, поэтому, если их можно приручить, они смогут выполнять некоторые приказы. Чутянь уже имел подобные цели, когда пришел сюда. Не говоря уже о том, что у Чутяня было несколько приемов приручения зверей, и теперь, когда у него были маленькая лиса и жрецы религии демонического бога, эти монстры, которые могли вызывать головные боли у людей, стали довольно полезным ресурсом, это не было проблемой. Это было большим богатством, жрецы зеленой религии использовали секретную технику, чтобы блокировать духовную атаку. Кларк силой поднял посох, и виноградные лозы начали растягиваться, мгновенно ловя демоническую летучую мышь в полете. Этот демон издал жалкий крик, когда вся его жизненная сила была истощена, и, наконец, он упал на пол пещеры в виде сухого трупа. У них не было времени, чтобы убить всех летучих мышей. Левая боковая стена внезапно раскололась, когда несколько лучей света толщиной с руки выстрелили в них из стены. Жрец зеленой религии использовал талисман, чтобы высвободить щит. Лучи света ударили по световому щиту, и он разбился вдребезги, но он все еще отразил атаку. Деларес только что пришла в себя. Что сейчас произошло? Деларес обнаружила, что в темной пещере было много лучей света, которые были направлены со всех сторон. Были слабые и сильные лучи, но их было много, и люди больше не могли держать глаза открытыми. Злой глаз, черт, их так много. У злого глаза отличное зрение в темноте, и они могли видеть даже дальше, чем ястребы. Их глаза могут проникать сквозь иллюзии и камуфляж, а также могут испускать радиоактивные лучи, позволяя ясно видеть человека, даже если он находится за стеной. Род злого глаза не мог издавать никаких звуков, поэтому они использовали свой разум для общения друг с другом. Хотя их интеллект был невысок, между ними было понимание. Так много одинаковых существ атакуют одновременно.
Этой силы было достаточно, чтобы убить одного-двух экспертов царства истинного духа. Кларк поднял посох высоко в руке, и вокруг них появился изумрудно-зеленый барьер. Лучи света злых глаз ударялись о барьер, и все они поглощались барьером, словно рябь на воде. «Великий лесной бог, прошу вас, высвободите свою великую силу». Кларк выпустил ослепительно-зеленый свет. В следующую секунду тело Кларка почти взорвалось. Его тело исчезло и превратилось в зеленые листья. Эти зеленые листья были похожи на бесчисленных бабочек, летящих во всех направлениях, как приливная волна, проносящаяся вперед, блокируя их зрение. Эти листья выглядели очень деликатными, но они были такими же острыми, как божественное оружие. Всего одного удара было достаточно, чтобы убить демона. Эти слабые злые глаза рухнули с одного удара, и когда лист проходил мимо них, они были разрезаны на куски. Деларес со вздохом сказала: «Этот Кларк не слабее верховного жреца Марса». Листья собрались вместе, чтобы снова превратиться в невысокую форму Кларка. Однако вокруг них не было ни одного целого монстра. Все они были разрезаны и превращены в мясную пасту. Чутянь хотел сказать несколько слов похвалы, но он почувствовал странную волну энергии. Был злой глаз, который был разрезан пополам, вдруг начал медленно собираться вместе, наконец, став снова целым. Эта большая голова поворачивалась влево и вправо, как будто он не понимал, что только что произошло. Когда он увидел своих борющихся спутников на Земле, из его глаза вырвался слабый синий свет. Шую, звездный свет упал на его умирающего спутника, и случилось невероятное событие. Злой глаз, разрезанный на куски, внезапно начал преобразовываться, прежде чем встать, используя свои щупальца. Кларк сомкнул брови. Он поднял лист и приготовился разрезать странный злой глаз. «Подожди, это немного интересно». Чутянь остановил Кларка от убийства злого глаза. Злые глаза зависят от энергии для еды. Если злой глаз поедал огненные кристаллы в течение нескольких дней, свет от его глаза станет похожим на пламя. Если бы он недавно съел кристаллы грома, свет стал бы похожим на гром. Этот злой глаз обладает странной энергией, а это значит, что там, где он живет, должен быть особый минерал. Мы не должны сейчас их добивать, а найти это место, и, может быть, мы найдем что-нибудь полезное. Чутянь уже мог это понять. Злой глаз испускал луч энергии звезды, и энергия звезды имела восстановительные способности, поэтому он мог исцелять своих товарищей. Этот злой глаз, скорее всего, съел особую руду, и эта руда очень помогла бы Чутяню. Чутянь решил попытать счастье, и, возможно, он получит неожиданную выгоду. Глава 422. Шахта звездного света. Горящая цемеча пронеслась по земле. Все умирающие злые глаза превратились в пепел. Большая голова последнего монстра обернулась. Он ощущал сильное чувство опасности, и его инстинкты велели ему бежать. Следуйте за ним. Подземный мир был очень сложным, и даже карлики не знали о нем все. Хотя это место было недалеко от входа в пасть дьявола, Кларк и другие не знали, что здесь спрятано. Примерно через 40 минут злой глаз вошел в другую пещеру. Это место должно быть там. Чутянь остановился, когда почувствовал очень чистую звездную энергию. Когда он прошел через вход, перед ним был большой кратер, заполненный метеоритной травой и другими растениями. Это была как минимум метеоритная трава 3-го уровня. Это качество нужно было не только культивировать в течение десятков тысяч лет, оно также требовало подходящих условий для роста. Чутянь использовал свой меч, чтобы убить последнего злого глаза, и нетерпеливо начал осматривать местность. Это место, другие люди, вошедшие в это место, были слегка ошеломлены. Это место, казалось, не было сформировано естественным образом, словно они вступили в древнюю эпоху. Это было похоже на огромную энергию, взорвавшуюся здесь, на камнях и на земле, были материалы, высвобождающие звездный свет. Звездное железо. Чутянь нашел железную руду, покрытую звездным светом. Это очень чистое звездное железо. Это самый подходящий материал, будь то для массивов или усовершенствованных дирижаблей. Я никогда бы не подумал, что здесь будет так много. Если мои догадки не ошибочны, это место должно быть поражено метеором. Также здесь были звездное серебро и звездное золото, которые были бесценными предметами высокого качества. Мы богаты. Чутянь нашел несколько кристаллов и обнаружил, что в этом кратере действительно есть светящиеся кристаллы. Звездные кристаллы — это место заполнено звездными кристаллами. Деларес и карлики посмотрели на него странным взглядом. Конечно, они не понимали ценности этих вещей. Звездные кристаллы были кристаллизованными звездами, которые также можно назвать звездными камнями.
Чутянь получил несколько штук в Центральной государственной судебной башне, и те несколько штук позволили всем культивировать бессмертное тело звездного света. Теперь вокруг были звездные камни, возможно, их уже нельзя считать по кусочкам, возможно, их нужно считать горами. Это была самая настоящая звездная шахта, звездные металлы были драгоценными, а звездные кристаллы были еще более ценными. Возможно, этого было достаточно, чтобы позволить тысячам или даже 10 тысячам людей практиковать бессмертное тело звездного света. Более того, они могли достичь царства алмазного тела. Бессмертное тело звездного света было техникой совершенствования без атрибутов, а энергия звезд была редкой нейтральной энергией, так что даже такой человек, как Деларес, могла практиковать ее. Таким образом, открытие этой шахты имело большое значение. С таким количеством звездных кристаллов, сколько пиковых экспертов можно обучить, метеоритная трава центрального государства также исходила от метеора, но сущность звездного света в кратере была очень мала, и большая ее часть в основном испарялась при столкновении с Землей. Только энергия остатка была использована для выращивания метеоритной травы. Эта звездная яма была совершенно другой. Этот метеор сформировал большое количество звездных кристаллов количеством с целой шахтой. Поскольку здесь есть так много звездных кристаллов, возможно, здесь есть и другие сокровища. Выражение лица Чутяня изменилось и внезапно стало несколько взволнованным. Быстро приступайте к поиску, возможно, здесь есть сокровище высшего качества. Как только мы найдем его, я могу гарантировать, что не только мы разбогатеем, но и у Зеленого города будет мощное вооружение всего через 2-3 года. Этого будет достаточно, чтобы сделать нас одними из самых влиятельных городов в лесу хаоса. Как может быть что-то подобное? Деларес с недоверием посмотрела, может ли это быть божественным оружием. Зачем нам божественное оружие? Даже если мы получим божественное оружие, сможем ли мы его использовать? Чутянь испытывал редкое нетерпение. Полезность этой вещи для нас сейчас, возможно, даже 10 божественных оружий не сможет сравниться с ним. Хватит тратить слова, быстрее ищите. Какое сокровище имело такую высокую ценность? Даже 10 божественных оружий не могли сравниться с ним. Кларк тихо кашлянул. Вы все еще должны сказать нам, как выглядит эта вещь. Чутянь не успел объяснить, когда произошел взрыв из-под земли. Каменный пол был сломан какой-то силой, и сильная волна энергии взорвалась, быстро сгущаясь. Деларес крикнула удивленным голосом: «Что это за монстр?» Та форма жизни, которая вырвалась из скалы, была 2-метровым гигантом, и его тело было покрыто сильным электрическим сиянием. Он был полностью обнажен и имел сильное тело, но у него не было черт лица. Это была не настоящий живой организм, а духовная форма жизни, созданная из энергии. Звездный элементаль. Чутян слегка приподнял брови. Будьте осторожны, с этим парнем трудно иметь дело. Деларес достала бутылку и использовала технику призыва религии демонического бога. Со взрывным ревом была вызвана шестирукая вооруженная обезьяна. Она имела ту же невидимую энергетическую форму, что и раньше, и атаковала звездного элементаля под контролем Деларес. 6 рук обезьяны превратились в тени, беспощадно атакуя звездного элементаля. Однако произошло кое-что потрясающее, поскольку сцена избивания звездного элементаля не произошла, и вместо этого была избита шестирукая обезьяна. Это было похоже на каплю воды, поражающую железо. В тот момент, когда обезьяна атаковала звездного элементаля, ее 6 рук были разбиты. Эта отраженная сила превратилась в дикий воздушный поток, мгновенно заполняя все пространства. Звездный элементаль молча двинулся вперед, небрежно высунув ладонь. У шестирукой обезьяны даже не было возможности бороться, так как ее тело было похоже на воду, нагретую до высокой температуры, мгновенно испарившись, не оставив следа. У Деларес было очень уродливое выражение. Это плохо, его разрушительная сила, по крайней мере, в 4-м слое истинного духа или даже выше. Мы умрем, если он по нам попадет. Кларк заставил жрецов зеленой религии сделать свой ход. Бесчисленные виноградные лозы обвивали звездного элементаля как клетку, но эта атака не имела никакого эффекта. Звездный элементаль только встряхнул свое тело, и те лозы, которые могли запутать даже мамонта, превратились в ошметки, разбросанные во всех направлениях. Кларк уже знал, что дело было плохо. Сила этого монстра была даже выше, чем они себе представляли. Звездный элементаль поднял руку, и на его ладони собрался сгусток энергии. Кларк поднял ладонь и вызвал барьер, полностью покрытый виноградными лозами. «Быстро бегите!» Бежать куда? Звездный элементаль атаковал, и гигантский клинок звездного света длиной 10 метров мгновенно вырвался, разрушив оборону Кларка. Страшная сила заставила всех разлететься, словно бумажных фигурок, в какой-то степени ранив всех. Звездный элементаль превратился в луч света и несколько раз мелькнул, появившись прямо перед Кларком.
У него не было никакого интеллекта, но у него были инстинкты, и он знал, что среди этих людей у Кларка было самое высокое совершенствование, поэтому он должен напасть на него первым. Это плохо. Совершенствование Кларка не было низким, но этого было недостаточно, чтобы иметь дело с этим парнем. Звездный элементаль использовал свою энергию, чтобы сформировать барьер, который не может быть сломан даже при помощи их сильнейших атак. Звездный элементаль также обладал ужасающей разрушительной силой, которой они не могли противостоять. Хонг, звездный элементаль, атаковал ладонью. Кларк поднял свой деревянный посох, чтобы противостоять удару, и ужасающая энергия образовала ударную волну, которая распространялась вокруг них. Окружающая земля начала трескаться, словно при землетрясении, а даже упало нескольких крупных камней. Кача, Кларк мог отчетливо ощущать трещины в посохе. Он уже почти не мог держаться, но сила звездного элементаля становилась все сильнее и сильнее. Великий старейшина. Несколько жрецов зеленой религии быстро попытались помочь, поскольку несколько больших бревен вышли из-под земли. Каждое большое бревно было покрыто рунами, поскольку оно быстро окружало звездного элементаля, вызывая мощную силу запечатывания, чтобы подавить его. Поскольку прямая атака на него создаст обратную реакцию, они будут использовать силу запечатывания, чтобы ослабить его. Но это все еще не имело никакого эффекта. Бревна, заполненные энергией запечатывания, загорелись и были превращены в черный уголь. С этой тенденцией священники зеленой религии не смогут продержаться долго. Другого выбора не было. Если он не сделает ход, эти парни умрут. Чутянь выпустил мощную ауру, когда в воздухе появился девятиглазый демонический бог. Когда Чутянь поднял меч в своей руке, девятиглазый демонический бог поднял свой черный меч. Деларес была полностью потрясена этой силой. Она наконец поняла, насколько Чутянь глубоко скрыл свои силы. Эта сила была настолько мощной, что, хотя он находился только в царстве пробужденной души, он мог мгновенно убить эксперта царства истинного духа, если бы использовал всю свою силу. Умри. Чутянь нанес удар звездному элементалю. Звездный элементаль противостоял Кларку, а также противостоял печати жрецов зеленой религии. Когда мощный удар Чутяня вошел в тело звездного элементаля, эта атака не должна была повлиять на элементальную форму жизни, но Чутянь уже использовал свой исходный дух, поэтому меч демонического бога также нанес удар звездному элементалю, когда Чутянь атаковал своим мечом. У звездного элементаля не было рта, поэтому он не мог издать ни звука. Но каждый человек мог ясно почувствовать болезненный крик, отразившийся в их умах. Это было похоже на гигантский раскат грома, от которого у каждого человека закружилась голова. Тело звездного элементаля быстро изогнулось. Подобно газу, встречающемуся с вытяжной вентиляцией, звездный элементаль превратился в звездный свет и был полностью втянут в тело Чутяня. Он мгновенно заполнил каждый меридиан, мускулы и кости тела Чутяня. Эта волна звездной энергии наполнила Чутяня до такой степени, что он почти взорвался. Кларк и Деларес были шокированы. У них было странное чувство. Чутянь мгновенно превратился в черную дыру и неожиданно проглотил всего звездного элементаля. Эффект поглощения. Нет, эта странная способность была одной из способностей Чутяня. Они также могли чувствовать различные ауры, исходящие от Чутяня, такие как энергия души, энергия духа, энергия пространства и энергия времени. Все эти люди были экспертами царства истинного духа. Но все они были подавлены в этот момент. Как это было возможно? Чутянь проглотил звездного элементаля, и он сразу же упал на землю. Каждая пора его тела сияла звездным светом, и он использовал свой меч, чтобы поддержать себя. Из его носа и глаз текла кровь, что было вызвано отрицательным эффектом от использования его исходного духа. У всех не было времени, чтобы вздохнуть с облегчением. Внезапно издали начали доноситься звуки взрывов. Глаза Кларка округлились от шока, так много звездных элементалей. Деларес тоже это видела. На них надвигалось большое количество звездных элементалей. Среди них было несколько крупных, чья аура в несколько раз превышала того, с которым они только что столкнулись. Быстро бежим. Кларк даже не думал, когда использовал виноградную лозу, чтобы схватить Чутяня, желая как можно быстро убежать. Подождите минутку. Чутянь указал на то, где был побежден звездный элементаль. Из постепенно угасающего света вылетел странный камень. Мы должны взять это око звезды. Деларес помчалась за камнем, прежде чем они быстро сбежали из этой области. К счастью, звездные элементали не были заинтересованы в погоне, иначе с их скоростью они могли и не мечтать о возможности побега. Глава 423. Око звезды. На этот раз их можно считать счастливчиками. Звездные элементали ничего не сделали, они только напали на захватчиков, которые пришли на их территорию.
Когда захватчики ушли, они не преследовали их, поэтому им удалось сбежать из этого подземного пространства живым. Чутянь не успел объяснить, его тело наполнилось приливной волной звездной энергии. Если он не сможет быстро переработать эту энергию, возможно, его тело может взорваться в любой момент. Поэтому, когда они вернулись на поверхность, Чутянь быстро нашел уединенную долину в зеленом городе, чтобы совершенствоваться. Он сидел, скрестив ноги, на большом камне, поскольку его тело было окружено энергией звезд, и казалось, что оно может взорваться в любой момент. Эта ситуация была очень опасной, но это была также очень выгодная возможность. Эта энергия звезд была очищена в течение бесчисленных лет, поэтому прямое поглощение этой энергии не уступало поглощению тонны звездных кристаллов. Как только эта энергия будет очищена, она непременно поднимет бессмертное тело звездного света Чутяня на другой уровень, поскольку он культивировал бессмертное тело звездного света. Тело Чутяня долгое время было закалено энергией звезд, поэтому у него была очень высокая устойчивость к энергии этого типа. В противном случае, если эта грубая сила проникла бы в его тело без подготовки, даже если его тело не взорвалось бы напрямую, он стал бы наполовину калекой из-за серьезных травм. Пора начинать. Чутянь начал вращать свою технику совершенствования. Энергия звезд перестала атаковать его тело и равномерно распространилась по всему телу. Она просачивалась в его мышцы и кости дюйм за дюймом, словно интегрировалась в его тело. Он был усовершенствован снова и снова. Чутянь ясно чувствовал, что его тело укрепляется с невероятной скоростью. Благодаря переработке энергии звезд его мышцы наполнились жизненной силой, а различные аспекты были увеличены более чем в 10 раз. Наконец, его техника совершенствования захватила элементальную энергию внутри его тела и превратила ее в бессмертное тело звездного света. Эти эффекты, естественно, будут иметь немедленные последствия. Чутянь чувствовал, что его тело быстро укрепляется благодаря его технике совершенствования. Звездный свет вокруг Чутяня постепенно уже не походил на блеск из бриллиантов. Скорее, он начал светиться от его тела до кончиков волос, делая его похожим на человека, полностью сделанного из света. Он был даже слишком ослепительным. Камень, на котором он сидел, подвергся давлению огромной силы, и на нем начали образовываться трещины, словно он собирался быть измельчен в порошок. Чутянь понял. Он уже преуспел. Это было царство большого успеха, известное как тело священного света. У бессмертного тела звездного света было 4 царства: царство стеклянного тела, царство алмазного тела, царство священного света и царство бессмертного тела. Царство стеклянного тела было царством малого успеха, царство алмазного тела было царством неясного, царство священного света было царством большого успеха, а царство бессмертного тела было царством совершенства, то есть техника совершенствования была полностью совершенна. Сравнивая алмазное тело со стеклянным телом, оно не только значительно увеличивало защиту, но и значительно увеличивало отражающую способность. Сравнивая тело священного света с алмазным телом, оно не только увеличивало уровень защиты, но и самым сильным эффектом тела священного света был эффект самовосстановления. Теперь, когда внутренние органы Чутяня были сильно повреждены, пока он активирует тело священного света своей духовной энергией, эти повреждения могут быть быстро исцелены. Кроме того, тело священного света усиливало защиту от проклятий, коррозии, демонизации и других странных атак. Оборона и боевая мощь Чутяня значительно возросли. Другими словами, когда бессмертное тело звездного света было культивировано до тела священного света, оно больше не было простой защитной техникой, но также техникой с мощным целительным эффектом. Даже если кто-то получит смертельную рану, он сможет ее залечить. Однако самым большим приятным сюрпризом стало не только повышение его совершенствования. На этот раз, с ростом его техники совершенствования, Чутянь почувствовал, как узкое место его совершенствования ослабло. Это также означало, что он был близок к прорывному моменту и мог вступить в царство истинного духа. Как он мог упустить эту хорошую возможность, Чутянь быстро сконденсировал жизненную энергию внутри себя и начал атаковать высшие царства. Чутянь прожил прошлую жизнь и пережил это раньше, поэтому, естественно, он был знаком с этим. Это было все равно, что легко поднять тяжелый вес, когда он плавно атаковал свое узкое место. Через 3 дня из долины донесся взрыв, сотрясший землю. Духовная энергия из окружающих дюжин миль была сконденсирована, и это было похоже на огромный рот, который поглотил всю духовную энергию, прежде чем все снова вернулось к спокойствию. Чутянь медленно открыл глаза, его глаза светились, и они были такими же острыми, как у сокола. Он глубоко вздохнул и, как внезапная вспышка молнии, мгновенно разбил гигантский камень перед собой. Он преуспел. Царство истинного духа. Культиваторы истинного духа полностью отличались от культиваторов пробужденной души. Культиваторы пробужденной души только начали использовать свои исходные духи, а культиваторы истинных духов превращали духовную энергию внутри своего тела в истинную духовную энергию. Когда они достигали царства истинного духа, каждый слой приносил бы значительное увеличение силы. Чутянь превзошел целое царство, но не было феномена землетрясения. Это отличалось от прошлого.
Должно было быть известно, что около года назад, когда он прорвался в царство пробужденной души в каньоне трупов Ин, это вызвало дрожь всего мира. Со следующими прорывами в совершенствовании он вызывал шокирующие явления. На этот раз было явно значительное увеличение в целую сферу, но оно ничем не отличалось от прорыва обычного культиватора. Почему это было так? Это было то преимущество, которое пришло с достижением истинного царства духа. Теперь Чутянь совершенно отличался от себя прошлого. Теперь он мог контролировать свою силу и удерживать ауру от утечки, естественно подавляя подобные явления. Царство пробужденной души было разделено на стадии пустоты, просветленной души и истинной души. Царство истинного духа также было разделено на 3 этапа. С 1 по 3 уровня были царством духа земли, с 4 по 6 уровня были царством небесного духа, а с 7 по 9 уровни были царством преображения духа. Чутянь находился в первом слое царства истинного духа, в царстве духа земли, но имел меч пламени мира пустоты, в царстве совершенства бессмертное тело звездного света, в царстве большого успеха. Его сила была явно выше, чем у обычных совершенствующихся на этом же уровне. Однако думать, что у него были только эти козыри, было большой ошибкой. Царство истинного духа можно считать пересечением границы. После того, как Чутянь достиг царства истинного духа, способности, которые он нашел трудными для использования прежде, могли быть использованы сейчас. Например, его пространственные способности. Начальная точка формирования пространственной энергии находилась в царстве истинного духа, а с точки зрения массивов, самым низким пространственным массивом был массив 3 уровней. Это было также причиной, по которой Чутянь хотел нанять Вивиан. Это было потому, что Чутянь не мог создать космический склад, пока он находился в царстве пробужденной души. Но теперь все было по-другому. С этого дня он откроет новый мир. Чутянь чувствовал, что внутри него все еще есть немного проглоченного звездного элемента, который еще не был очищен. Эта оставшаяся вещь не была энергией, а скорее была внутренне сформированной техникой совершенствования. Чутянь назвал это искусством звездного света. Это была техника совершенствования в сочетании с различными техниками движения и техникой тела. Она работала вместе с бессмертным телом звездного света, поскольку они исходили из одного и того же источника. Это восполнит недостаток скорости и силы атаки бессмертного тела звездного света. Хотя это не было очень полезно для Чутяня в будущем, он мог отдать его Ин и молодой мисс, что позволит им увеличить свою боевую мощь. Даже у молодой мисс, у которой был исходный дух без какого-либо потенциала для сражений, она также могла иметь приличную боевую силу. На этот раз был собран хороший урожай. Чутянь достал вещь из своей груди. Это был камень, похожий на звездный кристалл, но он отличался от обычных звездных кристаллов. Казалось, внутри этого звездного кристалла был глазной дизайн, который излучал древнюю и таинственную ауру. Око звезды — очень ценный предмет. Это было ядро гигантского метеорита, ядром звездных элементалей был это око звезды. Чутянь мог даже использовать это око звезды в своей руке, чтобы создать еще одного звездного элементаля. Если бы Чутянь поглотил это око звезды прямо сейчас, его бессмертное тело звездного света могло бы увеличиться еще на один большой шаг. Это звучало очень привлекательно, но Чутянь не стал бы этого делать. Чутянь понимал, что этот драгоценный материал имеет еще более важное назначение, заключающееся в привязке к пространственным координатам. Он может быть использован в качестве ядра космической двери. Это око звезды было невелико, поэтому его было недостаточно, чтобы сформировать большую космическую дверь, но этого было достаточно, чтобы создать массив пространственной передачи. Массив пространственной передачи и космический склад были двумя совершенно разными вещами. Космический склад был только запертым пространством, которое можно было использовать для передачи предметов, но пространство нельзя было использовать для передачи живых существ. Массив пространственной передачи — это массив, способный переносить живых существ. Другими словами, Чутянь мог создать массив пространственной передачи в Зеленом городе, а затем он мог создать еще один массив пространственной передачи где-либо еще на континенте, затем он мог зафиксировать их координаты с помощью ИК-звезды, позволяя обеим сторонам передавать вещи в оба конца. Это была ценность ИК-звезды. В подземном пространстве, казалось, было больше, чем один глаз звезды. Если бы он мог получить большое количество УК-звезды, Чутянь мог бы создать пункты передачи по всему континенту, упрощая отправку людей и перевозку вещей в будущем. Это оказало бы неоценимое влияние на развитие Зеленого города. Чутянь убрал око звезды. Око звезды было ядром массива, но одного ИК-звезды было недостаточно. Ему все еще нужно было найти несколько драгоценных пространственных кристаллов. Эти пространственные кристаллы были не так драгоценны, как око звезды, но как редкие материалы с космическим атрибутом, их было не так легко найти. Однако в исследовательской лаборатории карликов их было несколько, поэтому Чутянь мог сначала немного позаимствовать. Когда Чутянь вышел из долины, Деларес пришла, чтобы поприветствовать его. «Вы так быстро!» Чутянь пожал плечами. «Конечно, разве не очевидно, кто я?» И куда девались Кларк и остальные?
Несколько дней назад внезапно вспыхнула чума, которая заразила большинство карликов в зеленом городе, поэтому они отправились на расследование. Чума. Вы еще не знаете. На самом деле в лесу долгое время была чума, но она была ограничена южным лесом. Но недавно она распространилась в зеленом городе. Идем, мы тоже посмотрим. Атмосфера в зеленом городе была неправильной. Весь город был покрыт неописуемым странным чувством. До того, как Чутянь приехал в зеленый город, в южном лесу уже была чума. Несколько местных племен уже были уничтожены этим недугом, и большая часть леса была покрыта заразой. Теперь, по неизвестной причине, чума распространилась и на зеленый город. За несколько дней были заражены 30-40 тысяч человек, поэтому ситуация была очень опасной. Здесь действительно было что-то не так. Чутянь отменил налоги, чтобы удержать торговцев, но теперь казалось, что большинство из них собираются снова уйти. Деларес сказала, господин Кларк подозревает, что это было сделано религией нежити, и он хотел привлечь людей, чтобы требовать объяснений, но у господина Кларка нет никаких доказательств. Но даже если бы у него были доказательства, у него нет способа справиться с этими некромантами. Глава 424. Некроманты. Религия нежити верила в бога смерти и бога пустоты, это была действительно таинственная религия. Древняя секта древней гробницы десятитысячного трупа имела некоторое сходство с религией нежити, единственная разница заключалась в вере. Неважно как. Люди обычно держались подальше от совершенствующихся, которые имели дело с трупами инь и душами. Когда зеленый город процветал, Лич привел группу некромантов в зеленый город. Они собрали более 10 тысяч трупов инь, которые были совершенными работниками, никогда не уставали и не скучали, получив заслуги, помогая карликам копать горы. Именно из-за этого карлики разрешили религии нежити построить храм на территории зеленого города, помогая им развивать свои силы. Кто бы мог подумать, что с годами религия нежити будет становиться все сильнее и сильнее, даже становясь угрозой карликам. Особенно с извержением чумы было ясно, что это работа религии нежити. Кларк заставил карликов полностью окружить храм религии нежити. Храм религии нежити представлял собой серый замок в форме арки, и по всему зданию сидело множество статуй в форме горгулей. Они казались украшениями, но на самом деле они были опасными монстрами нежитей. Те, кто полностью окружил замок, были зелеными защитниками. У входа в храм религии нежити было несколько тысяч элит-карликов, которые смотрели на некромантов. Обе стороны были очень напряжены, как будто они могли ринуться в бой в любой момент. Лицо Кларка было переполнено яростью. «Самуил, ты хочешь стать врагом зеленого города?» «Ще». Лидер некромантов холодно рассмеялся. «Кларк, зеленый город больше не принадлежит карликам, тебе должно быть яснее всех. Даже если мы станем врагами зеленого города, какое это имеет значение для тебя? Пусть эта черепаха городской лорд выйдет, я действительно хочу увидеть, что он за человек». Слова этого человека были наполнены враждебностью. Брови Чутяня подпрыгнули, и он показал недовольное выражение. Деларес серьезным голосом прошептал ему на ухо: «Самуил — важный жрец религии нежити. Его сила неплоха, он примерно в 3-м слое царства истинного духа. Он должен быть в 5-ке лучших жрецов-некромантов. Тогда почему он не лич?» Самуил не был личом, он был живым человеком. Однако его тело было покрыто бинтами, и он был одет в большой плащ, поэтому люди не могли видеть его внешность и не могли сказать, какой он расы. Как вы думаете, каждый некромант — это лич? Деларес посмотрела на него. Преобразование в лича — одна из церемоний высочайшего уровня для религии нежити. Такой квалификацией обладают только самые выдающиеся и сильные люди. Более того, даже если человек был квалифицирован, его телосложение может не подходить для превращения в лича. Во всей религии нежити в зеленом городе есть только один лич, и это их основатель. Говорят, что это старый монстр, который прожил 2000 лет, будучи даже старше, чем старые эльфы в Вечном лесу. Существо низкого уровня, подобное личу, настолько уважаемо. Чутянь презрительно скривил губы, вашу эстетику действительно трудно понять. Эй, что это за слова? Кто не завидует личам? Ответила Деларес. Личи никогда не умирают, жить вечно — мечта многих людей. Ты знаешь, сколько правителей и императоров на континенте хотели бы стать бессмертными личами? Я не верю, что ты тоже не хочешь жить вечно. Личи были загадочными существами в сердцах людей, этот вид нежити был образован, когда живое существо трансформировалось посредством церемонии. Теоретически личи были существами, которые могли жить вечно. Все ваши взгляды ошибочны, тихо сказал Чутянь. Не думай, что быть личом — это так здорово.
Ты не можешь дышать, у тебя нет сердцебиения, у тебя нет чувств, тебе не нужна еда, и ты не можешь иметь потомство. Ты теряешь все прелести жизни, чтобы обрести тело, которое никогда не состарится. Какой в этом смысл? Лич не мог оценить хорошую еду, красивых женщин и не мог наслаждаться радостями между мужчинами и женщинами. Потеря способности оценить красоту мира хуже смерти. Ты не можешь отрицать преимущество того, чтобы быть личем. Лич близок к тому, чтобы никогда не стареть и не умирать, но он только близок и не является по-настоящему бессмертным. Что? Может ли лич все еще умереть? У личей в теории неограниченная жизнь, и даже некоторые из более сильных личей удаляют свои души, образуя филактерии. Таким образом, даже если их тела будут уничтожены, они могут возродиться с помощью своей филактерии. Однако личи не вечны. Лич может избежать старения и разрушения физического тела, но не может избежать старения души. В этом мире было много биологических и небиологических существ, которых можно было бы считать бессмертными, например, цветочные феи, которых Чутянь повстречал ранее. Эти существа не имели предела с точки зрения продолжительности жизни, но на самом деле цветочные феи были слабее, чем большинство существ. Они сильно полагались на свое окружение, и как только оно будет уничтожено, цветочным феям было бы трудно долго жить. Тело, разум и душа любого живого существа зависели друг от друга. Материя определяет волю, а воля — душу. Без поддержки материи воля постепенно угаснет, и прежде чем человек потеряет свою человеческую природу, он может даже потерять самосознание. Душа также будет угасать во время этого процесса. Как только форма жизни станет личом, ей понадобятся секретные методы для симуляции всех форм эмоций, но это невозможно поддерживать вечно. Большинство личей, живущих 1-2 тысячи лет, не имеют от эмоций и становятся все более и более холодными. Они теряют свою человеческую природу и сознание, их ум исчезает, и они превращаются в ходячий труп. Чутянь знал, как превратиться в лича, но его совершенно не интересовала эта монстроподобная жизнь. Эти слова привлекли всеобщее внимание, даже люди храма религии нежити обернулись. Действующий городской лорд. Действующий городской лорд здесь. Карлики разговаривали друг с другом и смотрели на этого молодого человека странными глазами, большинство из них были полны сомнений и неверия. Принять человека как городского лорда было трудной задачей для карликов. Недавно чума вызвала неприятности в Зеленом городе, и этот действующий городской лорд никак не проявил себя, что было немного непростительно. Мне было интересно, кто осмелился проявить неуважение к великому лорду Личу. Самуил посмотрел на Чутяня глазами, полными насмешек и гнева. У карликов действительно не было другого пути. Такой бесполезный мусор, городской лорд. Разрушение этого города совсем не странное дело. Деларес сразу же спросила: «Значит, вы признаете, что это было сделано некромантами?» «Ты все еще не понимаешь. Это не важно и это не главное». Глаза Самуила были полны насмешек. Эти десятки тысяч карликов, пораженные чумой, не проживут дольше 2 дней, в это главное. Ты заходишь слишком далеко. Карлики были переполнены яростью. Этот вопрос, безусловно, был сделан некромантами. У Самуила была причина, почему он вел себя так безудержно. Этот проклятый лич еще не показал себя, так какая же польза, даже если они убьют этих жрецов-некромантов перед ними? Карлики не могли объяснить ситуацию перед ними, не говоря уже о десятках тысяч членов клана, зараженных чумой. Эти десятки тысяч людей оказались заложниками в их руках, и карлики не могли оставить без внимания своих членов клана, поэтому им пришлось терпеть угрозы этих отвратительных некромантов. Неважно что. Сначала они должны спасти своих людей. Кларк, скрипя зубами, громко спросил: «Чего вы хотите?» «Говори». Если карлики действительно хотят спасти членов своего клана, это очень просто. Откажитесь от должности городского лорда и позвольте нашему лорду Личу править Зеленым городом, иначе эта маленькая чума — это только начало. В твоих мечтах. Лич достоин владения Зеленым городом. Человеческий мусор стал вашим городским лордом, но благородный и всезнающий лорд Лич недостоин. Кларк, подумай хорошенько, я не шучу с тобой, подумай о десятках тысяч своих людей, борющихся с болью. Я могу гарантировать, что кроме нас, некромантов, никто не сможет их спасти. Самуил указал на Чутяня. «Конечно, у тебя все еще есть другой выбор — убить этого человека и отправить его голову обратно в Вечный лес, затем поклясться в верности драконьему хребту. Таким образом, вы, карлики, по-прежнему будете правителями этого города. Религия нежити не только не будет врагом вашей зеленой религии, но и вашим сильным союзником». Нельзя было позволить Личу стать городским лордом. Не то чтобы жрец-некромант не знал этого. Самуил сознательно выдвинул это условие, чтобы направить всех к настоящей цели.
Убить Чутеня. Разорвать отношения с Вечным лесом. Это было то, на что надеялся драконий хребет. Десятки тысяч жизней карликов находились в руках некромантов. Это был не тот выбор, который было трудно сделать. В конце концов, карликам не нравятся люди, так как они могут отказаться от жизни членов своего клана за какого-то человека. Ты должен знать характер этих старых дураков в Вечном лесу. Самуил добавил масла в огонь. Я вижу, что эльфийский король не собирается отправлять людей в Зеленый город. Это не потому, что он не ценит Зеленый город, скорее, у него просто нет выбора. Эльфы не любят вызывать конфликты, поэтому довериться Вечному лесу было ошибкой с самого начала. То, что сейчас находится перед вами, это шанс исправить эту ошибку. Меч мира пустоты вышел со звуком шуа. Я думаю, что ты говоришь слишком много ерунды. Чутянь поднял свой меч. Вы так сильно хотите, чтобы этот отец умер? Тогда этот старый мастер Чутянь даст вам шанс. Я буду стоять здесь, убей меня, если у тебя есть навыки. Самуил сказал с холодным смехом. Ты достоин того, чтобы я сделал ход? Чутянь засмеялся. Если бы не вы, ребята, были слишком ненавистны, я бы не хотел пачкать свой меч. Самуил был полон ярости, когда поднял палец, похожий на высохшую ветку. Он начал петь, и вокруг них появился сильный трупный запах, а на кончике его пальца появился темно-зеленый огненный шар. Самоуверенный человечишка, я позволю тебе увидеть силу пламени тлеющего трупа. Этот зеленый огненный шар с сильным трупным запахом, брошенный у ног Чутеня, заставил это отвратительное зловоние распространиться во всех направлениях, заставляя людей отступать в спешке. Зеленое пламя взлетело в небо. Чутянь даже не шевельнулся, поскольку он был немедленно поглощен пламенем. Делорез была в шоке. Не может быть, этот парень действительно не мог заблокировать это. Карлики тоже были в шоке. Хотя они знали, что этот действующий городской лорд не силен, они не думали, что он будет настолько слабым. У него даже не было способности противостоять этому, Самуил сказал с холодной улыбкой, поистине шутка. Кто бы мог подумать, что в это время из моря пламени выйдет фигура. Когда яростное пламя поглотило его, никто не почувствовал колебания энергии вокруг Чутеня, но странным было то, что, хотя пламя распространилось по нему, он совсем не пострадал. Ни один волосок на его голове не пострадал. Что это? Все показали шокированные взгляды. Некоторые люди нашли странную вещь. Темные глаза Чутеня стали белыми в этот момент, и аура вокруг него полностью исчезла. Похоже, он просто стоял там. Но люди не могли почувствовать его существование. Высокопоставленный персонал Комитета чудотворной торговли наверняка признает это. Это была пространственная техника совершенствования «Побег пустоты», которому Чутянь научил Вивиан, и которой Чутянь теперь пользуется сам. Глава 425. Убийство одним ударом. Трупное пламя Самуила было таинственным пламенем. Это пламя было зловещим по природе, и ему нужно было питаться трупов. Самуил расплавил в нем несколько сильных ядов, что позволяло ему мгновенно разъедать что угодно, мгновенно превращая большинство людей в интрупы. Хотя по силе пламя было не особо могущественным, его характеристик было достаточно, чтобы заставить людей быть осторожными. Даже люди, более сильные, чем Самуил, не решились бы погрузиться в это пламя, не говоря уже о ком-то с более низким уровнем совершенствования и тем, кто не использовал никаких защитных приемов. Почему он не был поврежден вообще? Самуил просто не мог поверить в то, что он видит, Чутянь стоял в пылающем пламени, но с ним ничего не происходило. Это было просто невообразимо. Самуил разослал еще несколько огненных шаров. Шуа, шуа, огненные шары упали на Чутеня. Все ясно видели огненные шары, проходящие через Чутеня, но странным образом они не вступали с ним в контакт. Как будто они проходили не через материальное тело, а через пустой воздух. Раз они не могли вступить в контакт, как огненные шары могли повлиять на него, камуфляж, духовная иллюзия. Но не было никакого колебания духовной энергии, Самуил все еще не верил этому, поэтому покрыл себя призрачным ци. Подняв руки, эти 10 тощих пальцев одновременно выпустили пламя, быстро уплотняя гигантский огненный шар над головой. Этот огненный шар смешивался друг с другом и превратился из темно-зеленого в темно-черный. Сила этого огненного шара была как минимум в 10 раз сильнее. Чутянь слегка сомкнул брови. Он мог легко справиться с пламенем прежде, потому что пламя было слишком слабым. Эта атака была ближе к силе третьего слоя истинного духа, и у Чутеня в побеге пустоты не было способа справиться с такой сильной энергией, поэтому техника рассеется, как только будет поражена этой атакой. Ты думаешь, что можешь быть высокомерным только из-за этой странной техники совершенствования? Самуил заметил, как изменилось выражение лица Чутеня. Он решил, что Чутянь не сможет избежать этой атаки, поэтому он показал холодную и жесткую улыбку. «Сможешь блокировать эту атаку?»
Умри. Черный огненный шар взревел, когда он вылетел. Чу Тянь не уворачивался. Его кожа и тело внезапно засветились звездным светом. Свет был настолько сильным, что все его тело превратилось в сгусток света. Его руки вытянулись, словно он обнимал старого друга, очень спокойно двигаясь вперед, чтобы обнять огненный шар. Ты ищешь смерти. Может ли трупное пламя Самуила быть затронуто человеческим телом? Все некроманты показали выражение, как будто они смотрели на идиота, а у карликов был только шок. Разве человек не чувствовал, что роковая часть была не самим пламенем, а ядом и проклятием, заключенными внутри? Как он мог по собственному желанию идти вперед, разве это не отличалось от мотылька, летящего прямо в огонь, пучи, раздались звуки воды и огня. Огненный шар в груди Чутяня продолжал уменьшаться, и содержащаяся в нем ядовитая ци не могла пройти сквозь звездный свет вокруг его тела, чтобы навредить ему. Вместо этого она была полностью захвачена и растаяла от священного света. Все снова были в шоке. Он на самом деле совсем не пострадал, как и раньше, как этот человек достиг этого. Во всем зеленом городе было не так много людей, которые могли бы так спокойно отразить нападение Самуила. На самом деле, это был один из эффектов тела священного света. Тело священного света не просто имело сильную защиту, оно имело сильное сопротивление против мощных сил коррозии энергии смерти. Можно сказать, что они отталкивали друг друга. Самуил понял. Вечный лес не мог послать обычного человека, только эта способность защиты могла сделать его лидером в зеленом городе. Если с этим врагом тщательно не разобраться, он станет большой проблемой в будущем. Чу Тянь поднял свой меч и послал волну огненного ци-меча. Плащ Самуила высвободил большое количество темной энергии, словно несколько сотен блуждающих душ окружили его, немедленно образовав защитную оболочку. Ци-меча Чутяня упала на него, но оно не ранило Самуила ни в малейшей степени. И это все, на что ты споса, Самуил сказал только половину своих слов. Чу Тянь внезапно исчез. Это было так быстро, что даже Самуил в третьем слое истинного духа не смог среагировать. Несколько пиковых атак Ци-меча вылетели и приземлились на Самуила, как несколько шелковых нитей. Прекрасное сияние меча ярко горело, и души были рассеяны, поскольку пламя мира пустоты сожгло большую их часть. Самуил был в ярости. «Великий бог пустоты, пожалуйста, открой врата ада и позволь энергии мертвых войти в мир людей». Большое количество черного тумана было выпущено вокруг жреца-некроманта, и эта духовная энергия сконденсировалась в огромный скелет, это был исходный дух некроманта. Несравненно сильная аура смерти распространилась, подобно чернилам, падающим на белую бумагу, все, к чему она прикасалась, покрывалось слоем черного цвета. Зеленый газон вокруг превратился в черный обсидиан и потрескивал, как хрупкое стекло. Чу Тянь быстро отодвинулся в сторону. Силой этой атаки даже он не смел противостоять. Источник духа выпустил ауру духовной энергии. Вокруг Самуила не осталось ничего живого в радиусе 15 метров. Большое количество энергии плавало в воздухе, когда Самуил начал повторять пение, заставляя их конденсироваться в материальную форму. 10 тысяч призраков в поисках жизни. Духовная энергия Самуила превратилась в тысячи черепов. Со всех сторон доносились призрачные крики, в которых заключалась духовная атака. Это заставило выражение карликов измениться, поскольку все они начали двигаться назад. У этих черепов были ожесточенные лица и растрепанные волосы, их взоры были заперты на Чутяне, как только их вызвали. Они были как акулы, которые учуяли запах крови и бросились вперед, чтобы сожрать его мясо и испить его крови. Это была не иллюзия. Каждый череп был оружием, очищенным от души. Они были бесформенными монстрами, и даже если они были бы уничтожены обычными методами, это не дало бы ни малейшего эффекта. Они восстанавливаются через несколько секунд, заставляя противника тратить свои силы. Когда черепа падали на тело человека. Последствия были ужасными. Эти души попадают в тело цели и используют энергию проклятия и энергию смерти, чтобы разъедать его изнутри. Затем они атакуют дух и душу цели, прежде чем истощить плоть и кровь. Это был довольно высокий уровень для некромантов. Если их не решить за один ход. Эта битва в основном предрешена. Самуил контролировал души и темный туман вокруг себя, быстро сгущая его вокруг своего тела, в конце концов, образуя набор доспехов. Первоначальный облик Самуила исчез, когда он стал почти трехметровым генералом-скелетом, владеющим костяными копьями. Его тело сверкало рунами. 2 костяных копья были покрыты сильной аурой смерти. Каждое движение создало бы бурю душ. Того ледяного холода, который мог заморозить даже души, было достаточно, чтобы человеку было трудно дышать, не говоря уже о перемещении и блокировании. «Я хочу увидеть, что ты используешь теперь, чтобы бороться со мной». Голос Самуила стал хриплым и пугающим.
Это было похоже на несколько сотен хриплых голосов, которые были такими же холодными и страшными, как голос злого духа. Тогда попробуй. Черный меч демонического бога взлетел в небо. Чутянь больше не скрывал свою силу. С выпуском его исходного духа он начал уничтожать энергию вокруг него, мгновенно разбив черепа, атакующие его. Это не просто нарушало их форму, но скорее разрушало их источник, поэтому они не могли снова собраться вместе. Независимо от того, сколько черепов приходило, они были разбиты мечом демонического бога. Фигура Чутяня исчезла, когда пламя его меча распространилось на его тело, мгновенно покрыв его. Это превратило Чутяня в пламенного демона. Скелет-генерал. Пламенный демон. Обе стороны атаковали друг друга одновременно. Каждый мог ясно почувствовать, что Чутянь начал активировать дух оружия, мгновенно увеличивая свою силу в несколько раз, полностью затмевая Самуила. Ци меча взлетела в небо. Два копья смерти были чисто разрезаны, это свечение меча сохраняло свою силу, даже когда поразило Самуила, полностью разрушая скелетную броню, образованную из душ и энергии смерти. Тело Самуила взлетело высоко в небо. Одна атака, Чутянь использовал только одну атаку, это была чистая работа. Использовать одну единственную атаку, чтобы подавить Самуила, фигура Чутяня покачивалась, когда пламя распространялось во всех направлениях. Как метеоры, они распространились вокруг Самуила. Свет каждой фигуры был несравненно ослепительным, высвобождая силу, которая заставляла людей дрожать. «Нет, ты не можешь убить меня!» Боролся Самуил, сердито взревев. «Иначе эти десятки тысяч карликов будут похоронены вместе со мной». Выражение Кларка изменилось. Они еще не получили метод спасения членов своего клана, если они убьют этого парня, чему нельзя будет решить. Однако у него даже не было возможности остановить что-либо, поскольку атака Чутяня была слишком быстрой. 8 фигур двинулись одновременно, и все они выпустили мерцающее пламя мира пустоты. Каждая форма разослала не менее 30 атак. 8 форм выслали более 200 атак в мгновение ика. Весь вид был покрыт штормом голубого свечения меча, который был похож на взрыв прекрасного фейерверка, цветущего в небе. Аура от этой атаки была похожа на волну, и все, кто находились в центре бурицы меча, были мгновенно превращены в пепел. Затем они были поглощены диким пламенем мира пустоты, не оставив ни следа. Свечение меча исчезло так же быстро, как и появилось. Оно появилось как вспышка, наполняя людей шоком и сожалением. Когда шторм сияния меча исчез, Чутянь медленно приземлился на землю, а пламя вокруг него исчезло. Он презрительно выплюнул: «Хочешь убить меня с помощью таких средних навыков?» Кажется, что слухи о жрецах-некромантах слишком преувеличены. Вся сцена была смертельно молчалива. Все карлики были в глубоком шоке. Кто сказал, что этот человек очень слаб? Он был явно невероятно силен. Человек, которому было меньше 20 лет, в настоящее время находился в периоде максимального роста. Если ему дадут еще 30 или 50 лет, до какой стадии он вырастет? Ты убил Самуила. Некроманты, наконец, среагировали через несколько секунд. Гнев, паника и страх затопили их всех в мгновение ика. Я не только убил его, но убью и всех вас. Чутянь атаковал некромантов света меча, убив несколько сотен некромантов в одиночку своим мечом.